Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина мечтает о вас? Снова такая небольшая интрига. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Вот как-то, знаете, последнее время почему-то у вас нет настроения. Вот постоянно вы как-то вот в негативных мыслях, да, вот у кого-то из вас произошло разрушение. Разрушение касается именно женщины, да, это расставание, это ссора, возможно, очень сильная, развод. Это случилось настолько для вас болезненно, что вы до сих пор как-то вот не можете прийти в себя. Да, это могут быть какие-то отголоски. Я не говорю, что вы в глубокой депрессии, но вот вам плохо. Любимой женщины второй, да, вот новой, в вашей жизни на данный момент я не вижу. Причем у некоторых из вас еще может проигрываться то, что вы с вашей бывшей как-то вот, ну, не разорвали так полностью связь. Еще можете немного иногда общаться, да, вот выяснять отношения, может быть, дележка имущества там или же из-за детей. Но как-то это происходит постоянно, может, на повышенных тонах, как-то вот, знаете, такие небольшие споры, скандалы очередные. Ну, то есть у вас такое с ней общение, что, знаете, вот пообщался, и как будто на тебя ведро дерьма вылили, извините за выражение, да. Ну, то есть очень и очень она вас злит и бесит почему-то, очень. Даже при том, что вы вот вроде бы разошлись, но нервы она трепать еще продолжает. Это у некоторых, да, потому что это общий расклад. Так, что еще у вас происходит в жизни? Давайте коротко посмотрим. Вам, знаете, вот по жизни как-то не раз вот вставляли как будто вот нож в спину, да, вот такие ситуации были. Это могли быть ситуации предательства и от женщин, это могли быть какие-то обманы или предательства на работе, от друзей, ну то есть от других людей, от которых вы не ожидали. Но наибольшее предательство вам сделала ваша женщина. Вот, скорее всего, это была измена. Скорее всего, да, вот проигрывается это вранье, измена. Причем, вот знаете, несмотря на ту боль, которую она вам причинила, у некоторых из вас, извините, охрипла, сегодня много разговаривала на работе, у некоторых из вас может проигрываться такой момент, что даже несмотря на вот эту вот боль, вы еще допускаете мысль какого-то перемирия. Это особенно касается тех, кто из вас вот, ну, недавно расстался, вот свежие еще, более-менее свежие вот чувства как-то, да, вот эта привычка, привязанность. Но злости выше крыши. У нас мечевые король и королева выпали. У вас какая-то вот взаимная злость друг на друга, взаимные обиды. Плюс, кстати, в ваших отношениях не обошлось без магии. Вот под магическим воздействием начались проблемы в вашей жизни. Но это уже совсем другая история. Но это 100%. Без магии здесь не обошлось. Так, смотрим. Что у вас сейчас в личной жизни? Хотя, в общем-то, я ее как таковую уже не вижу, да? Ну, посмотрим, что у вас в личной жизни. Личной жизни как таковой я не вижу. Вы как-то ударились вот в работу, да, вот вы заняты, дом, работа, зарабатывание денег, у вас есть, ну, довольно неплохие, в общем-то, заработки, доходы, да, плюс некоторые из вас могут еще планировать подработку какую-то, да, может быть, вот на будущее, да, на ближайшее время. Вы можете планировать, что, чтобы подзаработать побольше, вы хотите, может быть, взять или дополнительно, или еще где-то устроиться на 2 работах, потому что, ну, денег все-таки нужно будет вам много. У вас то ли большие траты были, да, вот, либо же большая сумма еще на алименты у кого-то идет. Ну, то есть, вроде бы деньги у вас и есть, и в то же время они очень быстро расходятся, что, ну, не всегда как бы хватает той суммы, которая у вас есть. То есть для серьезных отношений, ну, хотя даже для несерьезных, в общем-то, я не вижу на данный момент у вас женщины.
Давайте-ка посмотрим, какая женщина думает о вас, мечтает о вас. Какая женщина к нам пришла сегодня на расклад, а вы уже думаете, может, вы узнаете кого-то? Смотрите, о вас мечтает и думает даже две женщины. Вот две. Одна такая вот, она помягче. Они обе привлекательные. Они обе красивые, фигуристые, да, вот брюнетки обе. Они, ну, такие вот, знаете, вот внешне они уверенные в себе, они хорошо зарабатывают, в общем-то, это не какие-то серые мышки, абсолютно. Одна женщина поспокойней такая, да, вот она более добрая, более такая, знаете, покладистая. Это видно даже в разговоре. Вот с ней вы почувствуете, что она такая вот мягкая-мягкая, знаете, вот как, ну такая добрячка совсем прям. Вторая женщина, она такая более пожестче, манера общения, вот внешность у нее более жесткая. Она тоже обеспеченная, она, ну такая, знаете, она любит флиртовать. Вот эта вторая, она будет скорее, так знаете, то ли глазками стрелять, но она умеет завлекать мужчин. Если первая женщина, она более такая вот спокойная, может быть, даже в чем-то скромная, стеснительная такая, то вторая, ну, более, наверное, ветреная, я бы ее назвала. Так, смотрим. Где же вы пересекались с этими женщинами, чтобы вам было понятней? Давайте с первой. Где вы с ней могли пересекаться? Знаете, вот вы как-то, вы пересекались, вы ее не очень знаете. Ну так, может быть, мимолетом видели, да? Вы скорее общались, либо же с ее, я не знаю, если это может быть бывший муж, конечно, либо с ее мужем, либо же это ее брат какой-то, да, вот что-то в деловой сфере вы как-то общались, и вы пересекались с ней. Вы для себя отметили, да, она вам понравилась, она привлекательная. Вы так, знаете, посмотрели, что вот симпатичная и все. Но как-то вы глаз на нее не ложили, потому что, ну, скорее всего, она была тогда не свободна. Потому что, ну, не знаю, на сегодня свободна она или нет, да, это уже другой расклад, мы не будем смотреть. Но как-то вот вы через мужчину, через близкого ей мужчину вы общались, ну вот что-то, либо по работе, по финансам, ну как-то вот в деловой сфере вы общались. Вы ей очень понравились. Вот несмотря на то, что она была не свободна тогда, вы очень ей понравились. Вы привлекли ее, знаете, вот что-то такое вот неуловимое. Ну, поскольку вы с ней очень мало общались, но тем не менее вот что-то, знаете, вот она как будто бы вот уловила в вас такое, знаете, у кого-то это внешность, у кого-то, может быть, она слышала, как вы общаетесь, да, манера общения, может быть. Ну, то есть вы очень сильно ей понравились. Давайте-ка посмотрим, где вы могли видеть, либо же общаться со второй нашей дамой, которая флиртует. А вторая ваша дама, знаете, это может проигрываться. Смотрите, женщина, которая была к вам близко вот в ваши какие-то тяжелые моменты. Когда вам было плохо, она могла либо же вот вас утешать, да, это кто-то из вашего окружения. И по работе, это могла быть и соседка, ну то есть человек, который знает, что вам вот было плохо, вот когда вы расстались с женщиной, она могла, может быть, даже у кого-то это по интернету, может быть, вы переписывались, да, вот эту вашу ситуацию там проговаривали, она чем-то вам, может быть, просто утешала, помогала словом, там, я не знаю, ну как-то вы с ней вот именно в моменты вот утешения, когда вам было плохо, эмоционально плохо. И она пыталась вас утешить, как-то, может быть, помочь, подсказать, ну вот что-то такое, да?
И тоже, знаете, вот она просекла вот как-то вот и ваша грусть, да, вот во время общения, она заметила и вашу грусть, она заметила вашу вот какую-то вот порядочность, да, вот вы и рассказывали, может быть, о своей жизни, да, вот как вы любили прежнюю женщину свою. И она это отметила, что насколько вы хороший, порядочный мужчина. И как-то вот ей запало в душу, что она тоже хотела бы иметь такого мужчину, вот как вы, понимаете? Так, давайте-ка посмотрим, что из этого получится вообще, да? Будете ли вы с кем-то из этих двух дам или нет? Так, смотрите, у вас общение может быть, да, общение может быть с одной из них. Вы выберете ее интуитивно. Вот кто вам больше понравится, вот вы выберете именно ее интуитивно. Знаете, вот даже не логикой, интуитивно, эмоционально, вот, ну, сердцем выберите, вот кто из них больше понравится. Да, вы будете с обеими еще общаться, да? Вы пусть не часто, но общаетесь с обеими, да? Вы выберете ту женщину, которая, знаете, вот все-таки она чем-то вам поможет. Вот кто-то из них поможет, и вы почувствуете, она то ли добрее, да, вот добрее, милее, ну, вам на ваш взгляд будет, да, вот вы именно вот ее почувствуете. Так, да, вот посмотрите, у вас туз кубка ведет новая любовь. Так, давайте-ка еще уточним, да, чтобы было еще, может быть, более понятно. Ха, ну у вас гарем, ну честное слово, ну гарем будет. Смотрите, вы можете выбрать одну из тех двух женщин, что я только что рассказывала, но еще в вашей жизни встретится еще одна женщина, которая, вот знаете, она может затмить всех. Да, роман с теми может быть. Роман, скорее, я так думаю. Но вот следующая женщина, которая придет, она будет уже более для стабильных отношений. Вот просто это... Посмотрите, у нас выпали все дамы в колоде, да, вот все королевы. То есть не исключено, что даже не одна, а еще у вас две появятся, из которых вы, ну это позже будет, из которых вы тоже будете выбирать. То есть у вас начинается такой, знаете, период, ну вот если бы я был султан, я бы имел 3 жен, да, и смех, и грех, что называется. То есть вы будете выбирать женщину, но вот это вот еще одна, которая появится, она будет более стабильная, более такая вот, ну, нацеленная на серьезные отношения. Потому что одна из вот этих первых, замужняя, другая, да, она, ну, я думаю, что скорее она вам не очень понравится ну, для жизни, я имею в виду. На отношения, на романы, да, зароманить, там, закрутить. А вот еще одна, когда женщина появляется, а может быть даже и две, они в принципе, они похожи. Вот эти еще две женщины, они будут уже нацелены на серьезные отношения. Женщины такие, знаете, они обе с характером. Они, в общем-то, похожи. Одна просто финансово успешнее, вторая, она такая более активная, она более ревнивая. Ну, наверное, такая женщина, которая, ну, любит командовать в чем-то. Но вот именно из вот этих вот еще двух, да, вот вам придется выбирать, потому что вот как-то вы одновременно будете, знаете, то ли знакомство будет одновременно, общение какое-то. Вам придется именно из вот этих, третьей и четвертой вот выбирать, да, вот если так точно. Так что у вас, ну, гарем просто. Готовьтесь, друзья, к гарему. Кого вы выберете, кого вам подскажет сердце, с теми вы и будете. Вот такие у вас были любовные приключения, вернее, будут, да, это мы на будущее смотрели. То есть две дамы о вас мечтают, а две новые к вам идут. Вот так вот.
Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!